Здравствуйте, уважаемые подписчики, здравствуйте, гости моего канала. Сегодня представляю мастер-класс по вязанию вот такого вот свитера, который связан платочной вязкой. Сразу хочу отметить то, что если кто-то захочет вязать какое-то изделие платочной вязкой, рассчитывайте на то, что уйдет много пряжи. У меня была вот бобинка была целый килограмм. Вот у меня еще осталось, скажем, вот это вот моя оплата. Я очень удивилась то, что вот у меня вот эта вот часть, вот у меня было молочного цвета, 170 метров в 100 граммах, пряжа, хлопок и па. Я вообще поначалу думала, что это стопроцентный хлопок, но затем все-таки, да, я действительно по образцу потом уже поняла, что это у нас именно вот хлопок, шнурок такой идет. Так, вот, сейчас все видно. И внутри вот это вот па. О. Поэтому это не стопроцентный хлопок. Я где-то видео, наверное, дальше вот говорит, что это стопроцентный хлопок. Нет, это хлопок ИПА, итальянская пряжа. Вот поэтому из того, что у меня осталось, вы знаете, в этой бобинке у меня всего лишь 80 грамм. То есть я взвесила свитер, был 920 грамм. Когда я его постирала, где-то на 10-15 грамм уменьшился, полностью уже высох. Вот, и поэтому рассчитывайте на то, что платочная вязка очень много ест пряжи. Так, теперь по конструкции этого изделия, скажем так. Свитер связан у меня частями. Вот у меня перед и спинка связаны отдельно. Затем были сшиты по бокам. Вот такой вот шовчик получается. Он очень ровный, аккуратный. Я потом в видео все показываю, рассказываю. Так, здесь у меня идет спущенное плечо. Вот видите, как оно идет плавненько за счет прибавочек. Вот здесь вот я делала прибавки с одной стороны и с другой стороны тоже были прибавочки. Скос плеча выполнен. Плечи сшиты швом петля в петлю. Вот так он выглядит поближе. За счет укороченных рядов получается такая, скажем, не очень ровная дорожка, но по плечам ложится очень хорошо. Манжеты, низ изделия и сам воротник у меня провязан резиночкой 1 на 1. Резиночка необычная, вот такая вот. Идут через ряд лицевые петли скрещенные. Вот это вот ложная петлевочка. Вот так выглядит поближе у нас по спинке, по изнаночной стороне. Петельки закрыты фабричным способом. Все петельки я закрывала фабричным способом. На рукавах то же самое. Так, спицы. По спицам основное полотно номер 4, манжеты номер 3, ну и ложная петлевочка выполнена спицами номер 3. Затем шли спицы разного размера. То есть сначала 3,75, дальше 3,5, ну и так далее. То есть по убыванию. Немножко хочу отметить про пряжу. Конечно, вот такую пряжу вы вряд ли найдете, потому что это стоковая итальянская пряжа. Вот. Но, конечно, ее можно заменить. Так, вы можете заменить любыми, скажем, с любым составом, тем же самым стопроцентным хлопком. Или можно взять в шерсть, полушерсть, скажем так. Единственное, что вам нужно попасть под мою плотность вязания. У меня в 1 сантиметре 2,2 петли. Вот, поэтому, если у вас такой вот примерно получается вот эта плотность вязания, так, и я думаю, дальше у вас тоже все получится. У меня набрано здесь по резиночке 120 петель, по спинке 120, по переду 120, всего 240 петель. Вот, поэтому вы можете... Еще раз отмечу то, что можно взять абсолютно любую пряжу. Единственное, что подрасчитайте вот количество петель. Вот и все.
Так, теперь быстренько давайте пройдемся по размерам. Так, по уровню груди взять полуобхват груди 52-50, даже 3 сантиметра. Если брать самую высокую точку, вот эту вот, и до низа 59 сантиметров. Ну, почти даже 60. Так, теперь рукава. В самом широком месте ширина 19 сантиметров. Может даже и больше. Когда он будет носиться, вот видите, он растягивается. Где-то 20 сантиметров. Так, вся длина рукава имеется в виду от проймы и до манжета. 46 сантиметров. Так, теперь горловина. Резиночка вот эта вот у меня, она была больше 5 сантиметров, где-то 6 сантиметров резиночка сама. Так, здесь у нас вот эта вот ширина горловины вверху 19 сантиметров. От этой точки до этой точки где-то 27 сантиметров. На этом у меня вступление заканчивается. Может быть, оно немножко затянулось, но я хотела остановиться на основных моментах, которые именно нужны при вязании вот этого плечевого изделия. Всем приятного просмотра и начинаем. Так, что касается пряжи. Значит, пряжа у меня итальянская. Это хлопок стопроцентный. 170 метров в 100 граммах. Вот такая вот ниточка итальянская. Так, что касается самой ниточки, вы знаете, она очень довольно такая интересная. Вот такой вот шнурок идет. И очень приятный. Так, 170 метров в 100 граммах. Ну, конечно, поскольку это хлопок, он не такой толстый, как шерсть или полушерсть. Я набрала 20 петель, связала спицами номер 3,5, и у меня здесь по длине получилось около 9 сантиметров. То есть вот в таком виде, в каком будет носиться это изделие, я немножко его растяну, 9 сантиметров. То есть 2,2 петли у меня получилось в 1 сантиметре. Поэтому я буду набирать сейчас на спице номер 3,5 120 петель. 120 петель, потому что на, скажем, длину 52-53 сантиметра у меня получится 120 петель. Буду набирать ее таким вот способом. Отмеряем нить. Первая петля. Спицу заводим под нить. И вот таким образом набрасываем петельку. У нас получилось уже 2 петли. Это первая двойная петля. Таким образом, дальше мы набираем, точнее, 120 петель. Вот уже набрано 2, значит, еще 118. С указательного пальца дальняя ниточка, с большого пальца ближняя. И заводим вот эту петлю. Сбрасываем на спицу и таким образом повторяем. С указательного дальняя нитка, а с большого ближняя. Заводим в петлю. Сбрасываем на спицу. Так, и вот таким образом повторяем вот эти вот действия. Наборный край получится эластичный. Мне он нравится, потому что он будет тянуться и красиво смотреть. Так, резиночка у меня уже провязана. Вот так она выглядит поближе. То есть в лицевом ряду у нас лицевые петли были скрещенные за заднюю стенку. Изнаночные обычной петлей провязаны. По изнаночной стороне петельки были обычные, то есть классические.
провязано за переднюю стенку, как лицевые, так и изнаночные. Вот в чем отличие, скажем, особенность вот этой резиночки. Так, провязала я уже 7 сантиметров. У меня вот длина ее. Так, и что касается самой ширины этой резиночки, я сейчас померяю. Вот если она не в растянутом таком виде, просто вот так вот, как мы скажем, так как она лежит, в сантиметрах у меня получилось 46. Но дело в том, что вот смотрите, я ее вот таким образом растягиваю, поэтому уже вот 52. Ее можно даже и больше увеличить. Сейчас мы с вами переходим на спицы номер 4 и будем провязывать уже все петли лицевыми. То есть, независимо от того, какие у нас сейчас были петельки, мы с вами будем вязать платочную вязку. То есть, в лицевом ряду и в изнаночном ряду у нас все петли будут лицевые. Так, до уровня проймы у меня уже провязано 40 сантиметров. Вы можете вязать и, скажем так, на свою какую-то длину. То есть можете немножко короче, можете немножко длиннее. Вот, но я здесь провязала где-то 40 сантиметров. Но имейте в виду, платочная вязка, она тянется. Единственное, что это хлопок. Поэтому после стирки хлопок немножко присядет. Так, теперь что касается дальнейшего вязания. Смотрите. Мы сейчас с вами будем вязать дальше. Еще где-то сантиметров 19-20. И при этом будем здесь вот прибавлять петельки по обе стороны. С одной стороны и с другой стороны. То есть у нас будет формироваться спущенное плечо. Немножко мы будем прибавлять петель. То есть каким образом? Я вот посчитала. Смотрите, у нас примерно где-то 19-20 сантиметров. И примерно вот это вот расстояние, которое я провяжу, это... Сразу хочу обратить внимание на то, что 3 петельки я оставляю на подрезы. С одной стороны, вот на маркер я их просто пересняла. И с другой стороны тоже 3 петельки пересняты на маркер. Это для подрезов. Так, что касается прибавок, мы с вами будем выполнять после одной петли. То есть вот эту вот петлю провяжем. И дальше будет идти прибавочка. И здесь то же самое. В конце ряда, не доходя одной петельки, мы с вами будем делать прибавочку вот здесь вот. Первая петля будет сниматься. Дальше идет у меня вот следующая петля, и вот эта вот стенка, скажем так, от этой петельки набрасывается на спицу и провязывается лицевой. Вот таким образом. И дальше опять лицевая. И вот так вот будет выглядеть. Это у нас прибавочка в начале ряда. Так, в конце ряда остается одна петля. И мы с вами будем делать следующим образом прибавочку. Смотрите, уже вот от этой стенки, от этой петли точнее, будем провязывать лицевой. И последняя тоже у нас будет лицевая. Вот это вот уже была прибавочка. Таким образом мы с вами будем делать прибавку в конце ряда. Итак, провязана у меня уже вот эта вот высота проймы. Сейчас вам покажу немножко размеры, какие получились. Если вот смотреть, так, вот это вот изнанка у нас, а здесь получается у меня будет лицевая. Так, по размерам немножко быстренько сейчас пройдусь. Значит, по уровню груди 52 сантиметра. Вся высота вот отсюда, начиная вот отсюда и до низа 60 сантиметров. Так, теперь что касается высоты вот отсюда до проймы. У меня получилось
40 сантиметров. Сама высота проймы вот это вот 20 сантиметров. То есть высота проймы 20, а от низа до проймы 40 сантиметров. Вся высота 60 сантиметров. Так, и вот сейчас, когда мы сделали вот эти вот прибавки, у меня вся ширина получается где-то 65 сантиметров. Так, теперь я немножко расскажу вам про прибавки. Значит, смотрите. Вот у меня провязана высота 40 сантиметров. Вся высота 60 сантиметров. Что касается высоты проймы, как я сказала, 20 сантиметров. В рядах у меня получилось 84 ряда. И я прибавила 13 петель. То есть с одной стороны 13 петель. И с другой, соответственно, тоже 13 петель. Так, что касается количества петель. У меня получилось уже 140 петель. Вот это вот 140 петель. 65 сантиметров, как я сказала. Я уже поделила петли. Смотрите, по центру 50 петель. И 45 я пустила на плечи. Всего 140 петель. Так, дальше я буду делать скос плеча. Вот таким вот образом, смотрите. Скос плеча это 45 петель. Я буду вязать укороченными рядами. И вот таким образом я буду выполнять скос плеча. То есть я поделю на 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 точек у меня будет разворота. Сначала я буду 7 петель не довязывать. Опять 7. Еще раз 7. А затем 4 раза останется по 6. Так, и одновременно сейчас я буду закрывать петли по горловине. Вот здесь вот. Смотрите, по центру вот здесь вот я закрою 30 петель сразу. То есть сейчас я вам все покажу. Дальше будут у меня выполнены убавки. Сначала 4 петли, затем 3, 2 и 1. Я выполню одну часть, а затем буду приступать к выполнению другой части. Точно так же, симметрично, аналогично вот этой вот части. Я думаю, я вам все сейчас подробно рассказала. И думаю, что сейчас вам все стало понятно. Приступаем. Покажу я еще вам в сантиметрах, сколько у нас. Вот по горловине у меня получается где-то 23 сантиметра. Так, по плечам 21 сантиметр. С одной стороны, 21 с другой стороны. То есть все вместе вот здесь 65 сантиметров. Так, и приступаем. Вот смотрите, это у нас лицевая сторона. Мы начинаем с вами. Сейчас мы будем идти вот с начала ряда, дойдем до горловины и закроем вот эти вот центральные петли. Закроем 30 петель вот этих вот. И начинаем провязывать. Первая петля у нас снимается как кромочная. Провязываем все лицевые. Доходим до этого маркера. Итак, 45 петель мы с вами провязали. Сейчас провязываем вот эти вот 10. Переснимаем маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Вот этот маркер, который я делила. Так, его убираем. И сейчас мы закрываем петли. Вот до этого маркера останется опять 10 петель. Закрываем самым обычным способом. Первую петлю мы с вами провяжем лицевой, вторую тоже лицевой провязываем и набрасываем предыдущую. Вот у нас одна петелька закрыта. Сейчас опять провязываем лицевой и набрасываем предыдущую.
И смотрим, чтобы оно было не сильно стянуто. Вот это вот закрытые петли, чтобы они не были сильно стянуты. Вот так вот растянули, посмотрели, что оно, чтобы оно было примерно вот таким образом тянулось, как и эти, то есть остальное все полотно. Опять провязали и закрыли. Так, вот у нас остается еще одна петля до маркера. Снимаем маркер. Еще одну петельку мы провязываем. И предыдущую набрасываем. Все. Вот у нас, смотрите, 2, 4, 6, 8, 10 петель останется. Так, эти вот 10 петель мы сейчас с вами провяжем. И дальше будем делать укороченные ряды. Но только не с этой стороны, а с этой стороны. В начале. То есть будем делать укороченные ряды именно вот с этой стороны. Провязываем. А затем уже, конечно, перейдем на другую сторону. Так, эту петлю мы с вами снимаем. Вот, кстати, так у нас получилось это закрытие. Вот такая вот косичка. Провязываем. Не довязывая 7 петель. 2, 4, 6, 7. Вот здесь вот мы с вами остановимся. Так, вот 7 петель остается. Разворачиваем вязание на другую сторону. Это у нас была лицевая. Мы переходим на изнаночную сторону. И у нас будет первая точка разворота. Раз у нас, смотрите, изнаночная, значит мы будем делать следующим образом. Заводим спицу. Вот так. Снимаем. И ниточку уже отводим назад. На спицах у нас получается вот одна петля, но она двойная. Это точка разворота. Провязываем дальше лицевыми. Так, провязываем сейчас, смотрите, вот до сюда, не доходя одной петли. Доходим до последней петли. Мы ее будем с вами не провязывать, а просто вот так вот перебрасываем нить перед работой, перебрасываем, не провязываем и разворачиваемся опять на лицевую сторону. Это чтобы был плавный скос по горловине. Последнюю петельку мы с вами не будем провязывать. Так, и смотрите, дальше идет убавка. Убавка первая, 4 петли. Мы с вами сейчас будем убавлять. Смотрите, вот это у нас петля была не провязана, мы ее не трогаем. Так, давайте, знаете, как сделаем? Вот это вот развернем немножко, вот так. И провяжем вместе лицевой, вот так. И подтягиваем. Дальше провязываем еще одну. Делаем убавку. У нас всего должно быть 4 убавки сейчас. 3 и 4. Так, остается 2, 4, 5. Вот 6-я петля. Всего 6 петель осталось. Мы с вами выполнили первую убавку. Это 4 петли. Так, и дальше провязываем лицевыми петлями. Перебрасываем маркер. Сейчас опять мы будем вязать уже не до конца ряда, а смотрите. Вот у нас первая была точка разворота, вот она видна. Вот такая вот двойная петля. Это точка разворота. 2, 4, 6, 7. 7 петель. Дальше отсчитываем еще 7. Вот вторые 7 петель. Первая точка это разворот, это одна петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот до этого места мы с вами тоже довяжем. И опять сделаем такую же самую точку разворота, как выполняли первую.
То есть развернемся на изнаночную сторону и выполним такую точку разворота, разворотную петлю. Дальше опять мы пойдем в конец этого ряда, не довяжем одну петлю, переснимем на спицу. И дальше пойдет у нас убавка по горловине, уже вторая. И мы убавим уже по горловине 3 петли. 1, 2, 3. Вот эти петельки мы убавим. Дальше опять провяжем не до конца, а вот таким образом. Уже будет третья точка разворота. 7 петель опять оставим и выполним точку разворота. И вот таким же самым образом мы с вами будем выполнять вот эти вот все убавки. Одновременно с вами делаем убавки по горловине и делаем точки разворота, то есть скос плеча. Сначала на одной стороне, а затем уже перейдем на другую. Я думаю, здесь уже будет все понятно. Смотрите, немножко покажу, когда вот остается одна петля. То есть вот это вот одна петля. Переходим на лицевую сторону. Так, маркер убираем. Делаем убавку последнюю по горловине. Так, и смотрите, что у нас получается. Вот одна точка разворота, вот вторая, вот третья, а вот четвертая. Значит, мы выполнили 1, 2, 3, 4, и еще останется 2. 1, 2. То есть у нас должно получиться, смотрите, сколько петель останется сейчас. Так, одна двойная петля, это одна петелька. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть 18 петель остается. И мы с вами еще делаем 2 раза 2 точки разворота. Эту петлю мы снимаем уже. Провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваемся на изнаночную сторону и делаем точку разворота. Ниточка идет назад. Провязываем лицевыми до конца ряда. Полностью. Так, эту петельку уже можно, в принципе, провязать. Так, разворачиваемся на лицевую сторону опять. Сейчас уже у нас нет убавок по горловине. И еще делаем одну точку разворота. То есть 6 петель у нас провязывается. 2, 3, 4, 5, 6. Вот. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это вот последняя точка разворота. Вот она, вот здесь. Так, это мы уже все выполнили. Разворачиваемся на изнаночную сторону. И опять выполняем вот таким образом точку разворота. Провязываем до конца ряда. И сейчас, смотрите, у нас все точки разворота выполнены. Остается провязать последний сглаживающий ряд. И, внимание, мы с вами сейчас будем вот эти вот двойные петельки провязывать как одну. То есть здесь нужно аккуратно быть. Последний ряд сглаживающий провязываем лицевыми. Доходим до вот этой точки разворота, и мы ее провязывать будем следующим образом. Смотрите, заводим спицы вот так. И провязываем лицевой. Следующие петельки тоже провязываем. Доходим до точки разворота, до этой двойной петли. Заводим спицу вот так. И провязываем лицевой.
И вот так вот до конца ряда. Это у нас будет последний ряд по этой стороне. И на этом у нас будет скос плеча выполнен. Вот у нас опять это двойная петля. Так, вот опять у нас двойная петля, она немножко съехала, мы ее вот так вот провяжем. И они будут, эти точки разворота, практически незаметны. Особенно в лицевых петельках они незаметные. Так, смотрите, сейчас мы с вами отмеряем длину нити. Так, ниточку мы с вами уже будем отрезать. Вот видите, вот так у нас уже видна эта горловинка, а здесь у нас идет скос плеча. Вот так он уже, скажем, выделяется. Вот. Отрезаем ниточку примерно 3 длины. Мы потом будем сшивать плечи швом петля в петлю, поэтому нам нужна длина нити. Так, сейчас оформляем вторую часть нашего плеча, вот эту. Но сейчас, смотрите, я не буду уже показывать подробно. Мы с вами также будем закрывать по горловине вот эти вот петельки, делать убавки 4, 3, 2, 1. И одновременно скос плеча выполнять уже по этой стороне. Единственное отличие будет в том, что вот эти вот убавки по горловине, они будут выполняться не с лицевой стороны, а с изнаночной. То есть вот отсюда будут убавочки. В начале ряда, это будет уже начало ряда, поэтому убавки будут именно по изнаночной стороне. Эту сторону можно переснять на отдельную ниточку или на отдельную леску. Так, это изнаночная сторона. Присоединяем ниточку, как я уже сказала, с изнаночной стороны. Берем ниточку в работу. Немножко оставляем. Так, и первую петельку мы с вами провязываем лицевой. У нас все петли лицевые, поэтому провязываем полностью первый ряд. Сейчас мы с вами не делаем убавки. Мы с вами провязываем вот этот вот ряд полностью лицевой. Так, доходим до конца ряда, не оставляя 7 петель. Значит, вот доходим, тоже 7 петель, не довязываем и делаем точку разворота. Вот смотрите, 7 петель остается, 2, 4, 6, 7. Так, это изнаночная сторона. На лицевую сторону мы сейчас с вами разворачиваемся и делаем разворотную петлю. Опять спицу заводим вот так. И вот так отводим ниточку назад. Дальше идут петли лицевые. И вот таким образом сейчас точно так же, как и на другой стороне, мы с вами будем выполнять вот эти вот убавки по горловине. Сначала закроем 4 петли, но провяжем до конца ряд. Это у нас лицевая сторона. Делаем убавки по изнаночной стороне. Вот они. Вот видите, закроем 4 петельки. Затем дойдем до второй точки разворота. Опять 7 петель не довяжем. Сделаем разворотную петлю, провяжем полностью ряд. По изнаночной стороне опять пойдут убавочки, 3 петельки. Дальше провяжем, не довязывая, опять 7 петель. И вот таким образом будем делать разворотные петли и убавки по горловине. Все точно так же, как мы выполняли вот с этой стороны. Последний ряд тоже должен быть сглаживающий.
Так, точки разворота у меня уже выполнены все. Так, это лицевая сторона. Разворачиваемся на изнаночную сторону. И у нас уже будет разворот, вот этот вот последний сглаживающий ряд по изнаночной стороне. Так, каким образом с вами будем выполнять? Первая петелька у нас снимается. Дальше идут петли. Петли идут лицевые. Так, 3, 4, 5. Шестая петля у нас будет разворотная. Вот это вот так. Мы ее провязываем вот таким образом. Лицевой. Подтягиваем. Опять провязываем до следующей точки разворота. И то же самое заводим спицу в эту двойную петлю, провязываем лицевой. Подтягиваем. Единственное, подтягиваем. Так. Таким образом мы с вами идем до конца ряда. Последняя петля. Так. Смотрите, на одной стороне у нас лицевые петельки, как и должно быть. А здесь у нас получилось, что это изнаночный ряд. Поэтому для того, чтобы сшивать петля в петлю, должны быть все петли лицевые. Значит, еще нужно провязать один лицевой ряд. И тогда опять отмеряем 3 длины вот этого расстояния и отрезаем ниточку. Так, и затем приступим уже к провязыванию переда. То есть спинку мы с вами уже выполним, останется нам перед. Перед набираем точно так же столько же петель, как и по спинке. Такую же самую резиночку вяжем на эту же самую высоту. И дальше вывязываем до проймы. Подрезы 3 петельки оставляем. Набирать будем петельки для скошенного плеча. Единственное, у нас будет вырез горловины повыше. Не так, как по спинке. Вот на данный момент так оно выглядит сейчас. Вот это наша спинка. Вот у нас скос плеча уже даже хорошо выделяется. Итак, перед у меня уже провязан вот таким образом. Мне осталось сейчас формировать вырез горловины по переду. Так, остановилась я в 57 ряду, точнее 56 рядов от уровня проймы провязано, 56 рядов. Так, это у меня 50 петель, я их выделила по центру для закрытия горловины, точно так же, как по спинке. Так, что касается количества петель, на данный момент у меня 134 петли. То есть на плечах 42, вот здесь вот, и здесь 42 петли. У нас должно еще прибавиться по 3 петельки. То есть мы одновременно, когда будем вывязывать, формировать горловину по переду, еще будем прибавлять петельки, как мы делали и раньше. И на плечах у нас должно 45 петель. Так же, как и по спинке. Вот у нас спинка была, да, 45 петель должно быть по спинке. Так, сейчас мы с вами будем выполнять этот вырез горловины следующим образом. По центру закроем 14 петель. Вот здесь 14 петель мы закроем. То есть мы остановились с вами вот здесь. Мы идем плечо провязываем. Дальше 18 петель провязываем, которые выделили для закрытия. 14 петель закрываем самым обычным способом. И идем уже в эту сторону. И будем вывязывать именно вот эту часть. Провяжем 18 петель оставшиеся до конца ряда. Перейдем на изнаночную сторону. И начнем уже следующий ряд делать убавления. С этой стороны убавления будут по лицевой стороне. Когда мы перейдем на другую сторону, здесь уже убавления будут с изнаночной стороны. То есть начало ряда будет уже на изнаночной стороне, поэтому мы будем выполнять
убавление именно с изнаночной стороны. Здесь у нас по лицевой. Так, и убавление я буду делать в каждом втором ряду, то есть через ряд. Сначала закрою по 3 петли 2 раза, затем 3 раза по 2 петли и 6 раз по 1 петле. Вот таким образом у меня будет вот этот круглый вырез горловины. В рядах у меня получится вот так. То есть 57 ряд, вот этот мы идем, 14 петель закрываем по центру. Дальше идет 58 ряд, я имею в виду вот эту сторону. Пока эта сторона касается. Потому что, как я сказала, с этой стороны мы с вами будем делать убавки в лицевых на лицевой стороне. А они у нас нечетные. Когда мы перейдем на эту сторону, у нас уже будет убавление не в нечетных, а в четных рядах. Потому что убавления будут делаться по изнаночной стороне, а они у нас четные. Так, вот таким образом я буду выполнять эти убавления. И 80, 81, 82, 83 и 84 ряды я буду провязывать без убавлений. Начинаем. Провязываем вот этот вот ряд. Значит, провязываем плечо, дальше провязываем 18 петель и закрываем 14 петель самым обычным способом. Так, вот 18 петель провязала, сейчас мы закрываем петельки, эти 14 петель. Первую петлю провязываем, вторую тоже провязываем и набрасываем предыдущую. Опять провязали, набросили предыдущую. Провязали, набросили предыдущую. Вот таким образом будет такая вот косичка. Единственное, смотрите, что чтобы она была не стянута. Чтобы не тянула по шее. Провязали и вот подтянули немножко, посмотрели. Вот видите, оно нормально получается и тянется хорошо. Значит, достаточно такая вот, скажем, длина вот этой вот косички. Так, подсчитываем полностью эти закрытые петли. И смотрите, дальше вы провяжете оставшиеся 18 петель. До конца ряда провяжем и идем уже на изнаночную сторону. Провязываем полностью до конца ряда. Для того, чтобы плавный был скос вот этот вот по горловине, последнюю петельку мы с вами не будем провязывать, нить перед работой. Разворачиваем вязание уже наше на лицевую сторону. Так, и у меня сейчас уже идет 59 ряд. Мы сейчас с вами будем закрывать первые 3 петли. Первые петельки мы с вами 2 провязываем вот таким образом, подтягиваем. Дальше опять убавляем вторую петлю и еще останется одна. Все, 3 петельки мы с вами убавили. Вот здесь у нас есть такое, скажем, небольшое пространство, ничего страшного. Когда мы будем набирать петли по горловине, мы наберем так, чтобы не было вот этой вот дырочки. Так, и смотрите, дальше опять мы вяжем до конца ряда, переходим на изнаночную сторону. Также первую петельку мы снимаем, последнюю петельку мы снимаем, не провязываем. И вот таким образом мы с вами будем делать эти убавления. Я уже дальше показывать не буду, потому что мы с вами вязали и спинку. Вот таким образом мы с вами будем делать убавления. Дальше, я думаю, справитесь уже самостоятельно. После этого перейдете на другую сторону. Прикрепим ниточку, но уже с изнаночной стороны. И провяжете первый ряд, затем вернетесь, пойдете в лицевой ряд. И дальше уже
будете делать убавление в изнаночную, на изнаночной стороне. Таким же самым образом. Итак, провязано у меня уже 84 ряда. Вот так смотрится вот этот вот плавный скос по линии горловины. Так, и сейчас мы с вами дальше будем делать уже скос плеча. Точно так же, как мы выполняли по спинке. Еще раз перепроверьте, чтобы у вас было по 45 петель на плечах. То есть мы с вами еще выполняли вот здесь вот прибавочки. Я думаю, вы тоже не должны были забыть. Так, и поэтому на плечах у нас должно быть сейчас 45 петель. Так, мы выполнять будем вот таким образом. 6 точек разворота. Сначала мы не дойдем 7 петель. Идем вот сейчас в лицевом ряду. Не доходя 7 петель, мы с вами разворачиваемся. Давайте я вам сейчас еще раз покажу, а затем уже будете выполнять самостоятельно. Вот я дошла до конца ряда, не довязывая 7 петель. 2, 4, 6, 7. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. И делаем точку разворота. Первая точка разворота. Вводим в спицу вот эту вот петельку. Вводим спицу вот так. И затем ниточку отводим назад. Вот так. У нас получается двойная петля. Но это одна. И дальше идем опять в конец ряда. Все петли лицевые. И вот таким образом мы с вами будем повторять до тех пор, пока не выполним все эти точки разворота. Последняя будет вот эта, когда останется 6 петель последних. И уже последний ряд у нас будет опять сглаживающий. Так, закончила я уже полностью вот все эти точки разворота выполнять. Если присмотреться, то это вот они. Вот одна, вот вторая, вот третья, четвертая, пятая и шестая. Вот. Последний ряд сглаживающий. То есть сейчас мы с вами должны провязать лицевой ряд. Смотрите, у нас вот эта вот лицевая сторона. По лицевой стороне последний ряд должен быть лицевой. Для того, чтобы затем сшивать швом петля в петлю. А он выполняется на лицевых петлях. Поэтому, то есть я его буду выполнять на лицевых петлях. Поэтому последний ряд в лицевом ряду должен быть лицевой. И сейчас мы с вами выполняем. Провязываем. Сначала первую петельку мы снимаем, как обычно. Доходим до точки разворота. Вот она у нас, это двойная петля, это у нас точка разворота. Значит, как мы ее будем сейчас провязывать? Мы провязываем за эти две стеночки. Вот у нас это двойная петля, мы заводим спицу и захватываем нить. Вот так. Дальше идем. Следующая точка разворота. Вот дошли мы до следующей точки разворота. То же самое. Заводим спицу, захватываем ниточку и выводим. Подтягиваем немножко. И дальше тоже. Таким образом до конца ряда. Эти точки разворота, они будут не видны. Так, затем мы отрежем ниточку. Ниточка должна быть в 3 раза больше вот этого нашего расстояния. И затем присоединяем уже ко второй части. Присоединяем уже с изнаночной стороны. И выполняем такие же самые убавки, но уже по изнаночной стороне. Точно так же выполняем уже по этой стороне, но по изнаночной. Кроме того, не забываем, что мы еще набираем петельки. Вот здесь вот по краю, так столько же, сколько мы набирали
по этой стороне. Так, шов петля в петлю я уже выполнила. Плечевые швы у меня выполнены. Вот так вот выглядит у нас полотно на данном этапе. С одной стороны плечи сшиты, с другой стороны поближе смотрится вот так. Это шов петля в петлю. Он выполняется по лицевой стороне. Выполняется лицевыми петлями. Поэтому последний ряд нужно провязать лицевой. Поэтому у меня с одной стороны и с другой стороны были лицевые ряды, лицевые петли. Что касается изнаночной стороны, вот так вот выглядит по изнанке. Кажется, что он уплотненный такой вот. Но когда полотно постирается, оно разравнивается, становится более ровно. И поэтому вот так вот оно будет выглядеть по плечу. Так, что касается этого шва, если кто-то не умеет им пользоваться, вы знаете, у меня на канале есть отдельное видео. Его уже многие посмотрели, поэтому я надеюсь, что и вы, если вы не умеете пользоваться этим швом петля в петлю, обязательно попробуйте. Посмотрите, у вас тоже все получится. Я объяснила так, что было, скажем, понятно. То есть я объяснила так, как я его запоминала. Так, я ваше внимание обращу на то, как я буду выполнять вот эти вот боковые швы. Вот у меня немножко уже выполнен этот шов. И он выглядит поближе вот так. Если рассмотреть его, скажем, с разных сторон, вы заметите то, что он плоский. Как бы вы его ни крутили, как бы его ни смотрели, он будет с лицевой стороны плоский. Выполняется этот шов по лицевой стороне. Что касается изнаночной стороны, он выглядит вот так. Вот такие вот две дорожки кромочные рядышком находятся. Так, берем иголочку в работу и начинаем провязывать вот эти швы. Для этого находим вот в этих вот наших рядах лицевых последнюю петельку, вот эту вот выпуклую последнюю петлю. Вот она. И соединяем вот эту, провязываем ее вот таким образом. Сейчас переходим на другую сторону. Опять находим последнюю, вот эту вот изнаночную сторону. Протягиваем. И таким образом чередуем. На этой стороне опять же находим последнюю изнаночную. С другой стороны тоже соединяем ее. И вот таким образом немножко подтягиваем, но не сильно. Итак, у меня уже провязан один рукав практически. Вот у меня осталось закрыть сейчас петельки. Так, я сейчас вам покажу, как выглядит этот рукав. И вот таким образом второй рукавчик еще ждет, скажем так, своего времени. Провязан вот этот вот рукав. Здесь набраны петельки. И смотрите, как уходит вот это вот наше плечо в сторону. То есть это спущенное плечо. Оно хорошо ложится по фигуре. Вы знаете, действительно вот такой вот скос. Здесь у нас скос плеча идет. Вот. И затем плавно переходит в спущенное плечо. Что касается рукава, значит, у меня набраны вот здесь вот 90 петель. 90 петель. И я вязала, чередуя лицевые и изнаночные петельки. То есть, если у нас спинка и перед вязались всегда лицевыми петлями, потому что было поворотное вязание, то рукав, поскольку вязался по кругу, здесь у меня идет чередование. Один ряд лицевой, второй ряд изнаночный. Кроме того, я хочу отметить то, что меняла спицы. Первые 50 рядов я провязывала спицами номер 4. Ну, наверное, вот где-то вот здесь вот. А дальше с 51 по 156 спицы номер 3,5. Манжет сам манжет я уже вязала спицами номер 3. Вот у меня вот эти спицы номер 3. И буду сейчас закрывать петельки фабричным способом.
Если кто-то не умеет закрывать этим способом, можете посмотреть на канале мое видео есть. Я там, скажем так, рассказываю так, как я его понимала и запоминала. Вот этот закрытие фабричной петель. Поэтому я думаю, тоже у вас все получится. Так, и, конечно, делались убавки. Убавки у меня были выполнены, смотрите, 9 раз по 2 петельки. Всего 18 петель я убавила. То есть было 90, я убавила 18, и перед манжетом было 72 петли. То есть вот здесь вот у меня, вот здесь вот 72 петельки. Кроме того, перед манжетом я еще убавила 16 петель. 16 петель я убавила, с одной стороны 8, с другой стороны 8. И на манжете у меня 56 петель. Убавки, смотрите, у меня были выполнены вот здесь вот в этих вот рядах. Сначала самый первый ряд это был 7, и дальше я шла 23, 39, 55, вот в этих вот рядах. То есть это получается через 15 рядов, в каждом 16 ряду. Последняя убавка была в 135 ряд. То есть рукав вязать очень просто. Здесь ничего такого сложного нет. Я вам все рассказала, поэтому я думаю, тоже смело, скажем, можете провязывать за мной, и у вас тоже все получится. Так, второй рукав будет, естественно, аналогично. Так, и затем я уже приступлю к обработке горловины. Итак, рукавчики у меня уже полностью провязаны оба. Я уже закрыла петли. Пружинит полотно, и вы знаете, вот в ширину вот так вот прям растягивается и красиво смотрится. Так, и сама резиночка вот эта тоже, она, я думаю, тоже хорошо вписывается. Так, закрыла я петельки фабричным способом с помощью иглы. Так, теперь что касается дальнейшего вязания. Я сейчас буду вывязывать ворот и обрабатывать горловину буду ложной кетлевкой. Вот у нас ложная кетлевочка. Я сейчас вам покажу в другой кофте, тоже она связана из хлопка, Казал Бэби Катон Органик, точнее. Вот эта вот кофточка. У меня есть на канале полный мастер-класс по вязанию этой кофточки. Вы знаете, она мне очень нравится. Я не то, что рекламирую, но тоже стираю ее в машинке. И вы знаете, честно сказать, она у меня какое-то время лежала. Потом я посмотрела и одела, и потом поняла, что она будет одна из моих любимых кофточек, потому что ажурный вот такой вот узор полностью я там показываю в этом мастер-классе. Если хотите, можете перейти по ссылочке, буквально все рассказываю. Поэтому вот в этой кофточке у меня тоже ворот провязан ложной кетлевкой, точнее горловина обработана. И вот так вот выглядит она поближе. С изнаночной стороны это вот ложная кетлевочка. И с лицевой стороны. Вот, очень красиво смотрится, я часто пользуюсь этим. Что касается ложной кетлевки снизу вверх, вот как мы сейчас идем, то, на мой взгляд, она, скажем, выполняется дольше. Она немножко выполняется дольше, если бы мы вязали сверху вниз. Вот, но все равно для того, чтобы получить вот такую вот горловинку, все-таки лучше, скажем, посидеть и красиво выполнить. Тогда действительно будет и горловина смотреться красиво. Вот, поэтому я не буду сейчас вам показывать в этом мастер-классе, как я буду выполнять ложную кетлевку. Единственное, что скажу, нужна дополнительная нить контрастного цвета. Скажем, такой вот примерно длины. Ну, вот видите, оно лучше подлиннее, потом, если что, просто отрезать ее. Так, и 2 пары спиц. Буду брать на размер меньше, то есть это троечка. 2 пары спиц, вот одни спицы троечка и вторые спицы троечка. И крючок
крючок, желательно с открытым концом, который будем по краю вот набирать петельки и затем через этот тупой конец переснимать на спицу. Так будет удобнее. Вот, поэтому перейдете сейчас по ссылочке, посмотрите, я там поэтапно все рассказываю, как провязывать вот эту вот кетлевку. Итак, ложная кетлевочка у меня уже провязана. Вот так она выглядит поближе. Это вот по спинке. Вот так она выделяется. Я сейчас вам, наверное, покажу поближе. Так, по изнаночной стороне вот так она смотрится. Вот конкретно вот эта вот ложная кетлевка. Так, и что касается дальнейшего вязания, у меня провязано 2 ряда полой резинки. Что такое полая резинка? Сначала в первом ряду я вязала лицевую петлю, провязывала, а изнаночную снимала нить перед работой. Во втором ряду наоборот. Изнаночную провязывала, а лицевую снимала, но уже была нить за работой. И затем уже я провязывала резиночку 1 на 1. Это были у меня спицы после ложной кетлевки номер 3,75. 3,75 у меня были спицы, вот они сейчас. Я еще провяжу 2 ряда такой же самой резиночкой, как мы провязывали манжеты и низ рукава. Еще раз объясню. В первом ряду у нас были петли все одинаковые, классические, одна лицевая, одна изнаночная, обычная резинка. Во втором ряду изнаночная обычная, а лицевые были скрещенные. Так, и вот таким образом я также буду сейчас провязывать вот эту наш ворот. Но при этом я буду менять размер спиц. Значит, сейчас у нас 3,75. Затем я перейду на спицы номер 3. Вот эти вот желтенькие, скажем так. 3,5 провяжу несколько рядов. Дальше на 3,25 перейду. Вот 3,25. Так, и, наверное, я все-таки завершу свое вязание тем, что у меня будут спицы номер 3. Я так думаю, поэтому, то есть уменьшаем, постоянно уменьшаем наш этот ворот, для того, чтобы он плавно прилегал по шее. И вот таким образом сейчас я дальше буду вязать резиночку 1 на 1, при этом меняя спицы. И после этого я закрою так же, как и по рукавам, фабричным способом. И вот такой вот свитер у нас получился. Он уже постиран полностью, поэтому очень мне нравится. И я надеюсь, что вам тоже понравится ваше изделие. Всех благодарю за просмотр. Если вам понравилось это видео, нажимайте пальчик вверх. Переходите по ссылочкам в описании.